272 уникальных города. Именно столько нужно стереть порошок для мировой победы. Я не знаю, какой садист придумал такие душные условия, но вызов принят. И чтобы мы с вами не уснули от скуки, я задираю планку до небес. У меня есть всего 100 ходов, очень высокая сложность и 0 желания в дипломатию. Либо я успею сжечь этот мир, либо челлендж отправится в мусорку. Чтобы вывести такой лютый темп, нам нужен настоящий профи по части порабощения. Встречайте, собиратель черепов. Этот парень любимец Хорна, ведь он сокрушает город за городом за пару мгновений. И только он способен осуществить заветную мечту Хорна о той самой мировой кровавой резне и самыми красивыми черепами у трона. В теории звучит просто, на деле мега сложно, ведь нам нужно уничтожить в среднем 3 уникальных города за ход с нуля. И чем медленнее будет старт, тем выше будет задираться эта планка к финалу. Смогу ли я уничтожить мир за 100 ходов? Давайте же это проверим. Стартуем мы в пока еще прекрасных землях провинции Уалаталь. Никаких ограничений на состав войск у нас нет, а значит можно сразу рваться в бой. По канону всех хаоситов первыми по лицу получают свои. Как говорит Великая Четверка, бей своих, чтобы чужие боялись еще сильнее. На самом деле демоны Хорна никогда не славились заоблачной тактикой. Магии нет. Сверхбыстрых юнитов, кроме собак, тоже, а значит план надежный как швейцарские часы. Выделил всех, нажал атаковать и пусть Хорн созерцает маленькую бойню. Первый бой прошел легко и почти без потерь. Мы прямиком движемся на ближайший город. Здесь все еще проще, ведь я нанял элитных ребят, которые будут служить мне верой и правдой весь челлендж. После боя встает выбор: захватить или разрушить. В целом оба варианта рабочие, но я делаю ход конем. Я призываю Кровавую Орду. Это наша ключевая механика на все прохождение. Когда мы сносим город, мы можем не просто стереть его с карты, а призвать на помощь армию демонов. Бесплатный, яростный, но одноразовый. Восстановить их нельзя, зато можно нехило прокачать через технологии. Именно этим я и буду заниматься всю кампанию. Еще одна фишка демонов — нечестивое воплощение. Чем больше скверных Хорнов в мире, тем сильнее наши способности. На старте нам доступен вызов на бой. Идеально, чтобы подкинуть лорду опыта или восстановить очки передвижения. Ведь для Хорна любая битва — это уже праздник. Говорить про постройки смысла нет. Чем меньше вы разбираетесь в экономике Хорна, тем лучше вы в нее играете. Проверено десятками кампаний. И на этом первый ход окончен. 2 армии в строю и 1 разрушенный город. Нехилый старт. Дальше объявляю войну ящерам на севере. А там одной орды хватит с головой, а наш легендарный лорд тем временем идет добивать поклонников хитрого петуха Дзинчи. Пока орда сносит поселение, спасибо пушке, которая вынесла врата, я решаю вызвать еще одну кровавую орду, поменьше, чтобы сразу прощупать империю на севере. Но стоило мне допинать дзинчитов, как в мои свежевыжженные владения врывается какой-то наглый крестоносец Бретонии. Терпеть я такое не стал и сразу бросился разрывать наглеца на части. Армия у него была внушительная, но мои 2 орды думали иначе. Бой вышел душным и затянутым, зато войско этого Альбрика из борделя доведено до клиники. Да, я сжег свои кровавые армии, но взамен получил почти 0 разбитые силы врага. И чтобы рыцарь не расслаблялся, я отправил собирателя прямо на его столицу. Пока город горел, Альбрик решил сделать ход слоном и побежал добивать бедных ящеров, а не мои города. Ну и ладно, его замок будет полыхать без хозяина. Легкий микроконтроль, и столица борделла уже горит во славу Хорна. Кстати, пока мы развлекались, все руины в моей долине автоматически оккупировали демоны. Ни один разрушенный город не будет прохлаждаться, пока собиратель собирает черепа. Но стоило мне взять столицу, как жалкий Бретони все-таки догрыз ящеру. Пора было наказать его за дерзость, но стоило мне подойти к городу, как его сожрали имперцы прямо из-под носа. Ну, другого от лысых обезьян я не ожидал. А говорят, хаос плохой. Ну-ну. Жадность наказуема, и Марк Вульфхард, вот это пафос, заплатит за нее головой. Нам повезло, сам Марк решил оборонять какую-то избушку в болоте. Что ж, я покажу ему, почему Хорн бог войны.
Стенку выставил, стенку отправил вперед, стенка забила людишек в ноль. Забавно, что сам Марк стоял до Талова. Я весь бой думал, что это просто обычный герой. И когда убил его в конце, даже не понял, что это был сам легендарный лорд. До чего же непримечательны эти ваши кожаные мешки. Пока я выдвигаюсь к остаткам егермейстера, давайте разберем еще одну уникальную фишку нашего лорда. Плащ черепов. За каждого убитого лорда нам отсыпают особые красные черепки, которые идут на прокачку этого артефакта. Именно благодаря плащу у нас открывается телепортация в любую видимую точку карты. Это позволяет нам за один ход перепрыгнуть к дальнейшему поселению врага и уничтожить сразу 2 города вместо одного. Пусть имперцы впадают в панику и бегут куда глаза глядят. Будут знать, как воровать мои трофеи. Вызываю еще одну орду, чтобы та добила последний город людей, а сам отправляюсь за головами ящеров, а то они там в своих джунглях совсем расслабились. На 13-й ход у меня в активе уже 10 разрушенных поселений. Да, до графика 3 города за ход пока далековато, но еще не вечер. Внезапно мне кидают договор о ненападении Лютер Харкон. Трекатый пират еще не знает, что его остров ждет только тотальный геноцид. Со стороны это выглядело так, будто Тау пытались договориться о мире с тиранидами. Забавно, но бесполезно. Неожиданно остатки империи решили наброситься на мой свежезахваченный город, решив, что я легкая добыча. Наивные, они еще не знали, что я только что закончил хардкорный челлендж, играя одними псами. Можете сами посмотреть в подсказке. Так что их ждала только кровавая баня. Так и вышло. Мои собаки вырезали всех стрелков, а несчастного Марка Вульхарта кровопускатели забили подворотни как бомжа. Очередное полное поражение. Правда, не для нас. Сотни моих воинов против его 600, и от имперцев не осталось даже мокрого места. Вот так вот к 15-му ходу в люстре не осталось ни одной человеческой фракции. Но я только разогрелся. Следующая цель — столица ящеров Итса. Клыкастый Гуррок уже примчался ее защищать. Отличная новость, не придется бегать за этим ящером по всем джунглям. Штурм выдался потным, пушки у меня больше нет, так что врата выламывал лично собиратель. Моя армия стала слишком огромной, чтобы просто зайти через главный ход, так что лезем на стены. 10 минут лютой резни, и половина моих войск сгорела в бою. Да, на войне без потерь не бывает, особенно когда штурмуешь такие крепости. Разоряя столицу под ноль, не нужно золото, чтобы нанять еще 2 возвышенных кровопускателей. С ними геноцид ящеров пойдет куда бодрее. Но тут внезапный сюрприз севера. Катайский дракон земли решил напасть на маску. Какая наглость! Это я планировал напасть на их, а инициатива у нас наказуема. К тому же китаец отправил мелкий отряд отжать мои законные земли. Это уже двойной удар ниже пояса. У кого-то в скором времени будет гореть столица. Сначала отбиваю свои владения, а затем отправляю собирателя окончательно закрыть вопрос с ящерами. Знаете, после прошлого челленджа на одних собаках играть нормальными воинами — это просто экстаз. Против хвостатых демоны работают идеально. После столицы решаю вырубить большое древо. Ой, простите, священные пруды. Бой выдался мегадушным. 1000 ящеров против 2 моих армий. Бойня была эпическая. Пришлось выкручивать тактику на максимум, отвлекать отряды, ловить бегущих и филигранно контролировать лорда, чтобы он вырезал ключевые цели и ломал врагу мораль. Итог: 5000 жертв людоящеров против 1000 демонов, гордо павших во славу Хорна. Ящеры загнаны в угол, а значит, пора догрызть этих хитрых шерстяных. Скавины вечно пытались доедать за мной объедки, но пришло время настоящему хищнику отведать свежий крысять. Захожу в первый город, где меня ласково встречает целая орда грызунов, пару аккуратных надрезов мечом по шее и в моей коллекции новый трофей с хвостатых трусов. Тем временем на севере Катай вовсю готовят наступление. Наивные. Они даже не подозревали, что все это время я ждал момента для контр-удара. Перехватываю их армию прямо в городе, чтобы подавить сопротивление. Я применил по-настоящему мощного парня. Кровавый кулак Хорна. Против такого зверя катайцы не попрут. Автобой пророчит гибель всех моих кровопускателей, но обещает победу. Такой расклад меня устраивает. Эти ребята стоят копейки, а за разрушенный город я получу столько золота, что останусь в жирном плюсе. А Катай же на грани кризиса. Пока зеленым драконом является временный тайм-аут, я продолжаю давить крыс. Тут веселья не меньше. Скавины повелись на мою приманку в виде полумертвой орды. Глупый компьютер не понимает, что это просто халявщики для отвлечения внимания. В итоге вырезаю еще одного лорда крысюков, что позволяет мне полностью выиграть фланг и окончательно добить ящеров, которые ну никак не хотят сдаваться. И вот уже к
31-м ходу моего мощного напора на двух фронтах крысы и ящеры оказались зашиты в тупике у берега пиратов. Там мы их закономерно и сожрали. Ну что ж, возвращаемся к нашему зеленому дракону. Телепортируюсь с собирателем к этому бедолагу 9 уровня, а у нас на минуточку уже 50-й левел на 32-м ходу. Это вам не шутки. Это самые честные механики Хорна в действии. По темпу с ним не сравнится никто. И это факт. Но пока я ломаю китайцам кости, давайте вспомним, зачем мы здесь собрались. У нас цель 272 уникальных города, а на счету пока всего 22. И это на 32-й ход. Карл, математика штука беспощадная. Теперь мне нужно сносить уже не по 3 города, а почти по 4 города за ход. Для 90% фракций в этой игре планка абсолютно невозможная. Честно говоря, с каждым ходом я все меньше и меньше верил в успех. А тут еще на горизонте незваные гости. Клыкастые ящеры двигаются на мою территорию, но к ним мы еще вернемся. Сначала нужно разобраться с уверенными в себя ребятами поблизости. Добиваем бедного дракона. Он так и не смог вывести войну на 2 фронта против меня и Маски. Еще бы, он же не собиратель черепов 50 уровня. Ну и чтобы закрыть этот фланг на все 200%, я решил ласково объяснить слонишитам. Этот остров в моих планах уже давно пылает в огне. Всем обитателям пора эвакуироваться. Хотят они этого или нет. Маска, судя по всему, не хотела. Как жаль, что я уже стою под ее столицей и примеряю, как бы поудобнее отрезать ей голову. Не повезло. Я долго терпел их под боком, но терпение Хорна не вечно. 38-й ход, и соседи остались только пираты. Лютер Харкон вовсе готовится к войне, а Ракард вообще в открытую гулят по моим землям. Ребята явно напрашиваются на адский чапалах от Хорна. Секундочку. У нас тут ящеры возомнили себя царами Люстрии. Наивно полагают, что их священные дома выстоят против моих лордов. Какая самоуверенность. Похоже, это общая черта для всех светлых фракций на этом острове. Пока время поджимает, я готовлюсь к бойне на 2 фронта. Решаю сразу штурмовать Миздамунди. Сколько бы армий у него не было, собиратель заберет все черепа в этих джунглях. Но перед большой резней нужно разогреться. Я отправляюсь за своим мечом убийцы в битву против орды гномов. Квестовый бой выдался на редкость интересным. Армии гномов с 2 сторон, а в центре 3 претендента на мой трон. Если тупо побежать вперед, тебя зажмут в кольцо и, скажем так, немножечко жестко накажут. Пришлось сначала вырезать фланги, а потом уже разбираться с лидерами бородачей. Бой прошел бы идеально, если бы я не потерял почти всю элитную кавалерию, а моя пушка не испарилась непонятно по какой причине. Ну, да ладно, орда идет, а на трупы не оглядывается. Меч в руках, а значит пора показать, кто тут настоящий сверххищник. Сначала пускаем на фарш самого большого ящера, а на другом берегу ловлю в засаду еще одного любопытного хвостатого. Кстати, я не провел ни одного ручного боя ни с ящерами, ни с Катаем. Я иду к цели как каток, и тратить время на простенькие стычки нет смысла. Я так разогнался, что даже не заметил, как закрыл краткую победу. Просто скипнул ее как обычное событие. Ну, бывает, зато долго победа уже на горизонте. А значит, новые лорды будут появляться сразу прокачанными, и это радует. Пока мы с вами болтали, ящеры потеряли последние оплоты. Люстрия почти пала, и Хорн станет мной гордиться еще на 1% больше. Мой собиратель уже способен снести 3 города за 1 ход, хоть и не всегда. Потенциал растет, и чтобы вы понимали, мой темп тот же ход, когда я разрушил 3 поселения ящеров, я тут же объявил войну пиратам Лютера Харкона. Стоять на месте нельзя ни секунды. Чем быстрее Люстрия упадет к моим ногам, тем скорее я выйду в океан, чтобы нести смерть в старый мир. Но сначала добьем местных. Телепортируюсь с лордом и встречаю целую ораву ходячих мертвецов. Без ручек здесь точно не обойти. Бой мог стать фатальным, если бы я вовремя не перекрыл выход вражескому подкреплению и не перебил их прямо на точке появления. Только после этого я двинул на основные силы Лютера. Даже с такой хитростью резня длилась 14 минут, и легкой прогулкой это не назовешь. Основную блокаду разбил, но Лютер все еще жил. Ну, вообще-то он как бы уже мертв, но еще не умер окончательно в физическом мире. Ой, короче, иду его бить огненным мечом. Ну а что, бог крови красиво говорить не учит, уже извините. Главные силы вампиров были разбиты в ноль за 2 хода. Но поверьте, нервы они мне будут трепать еще долго. Я уже грешным делом подумал, что иду бодрячком. 46-й ход, почти вся Люстрия в огне, ящеры окончательно пали под натиском моего кровожада. И тут вы не поверите, на 47-й ход мне объявляют войну Ракард. Я только-только начал доедать одних пиратов, как вторые лезут на рожон. Но и этого мало. Эльфы, которые держат один единственный сраный островок, тоже решили помочь мне добить Лютера. Ребята, я помощи не просил, ваше присутствие здесь только мешает. Ну ладно, спокойно.
Я все разгребу. Две огромные армии темных эльфов на юге, какие-то левые эльфы, которые уже вовсю хозяйничают на моих островах. Классно, думаю, разгребу, говорил он. Ну давай, герой Хорна, покажи класс. А на календаре, на минуточку, уже 50-й ход. И нас внезапно начали душить с 10 сторон сразу. Вы думаете, Ракарт будет со мной шутки шутить? Я решил оставить пирата недобитым и рванул наказывать укротителя зверей. Но стоило мне прибить их лидера, как тут же сразу нарисовался еще одна фракция эльфа. Я чего-то не понял. Им тут что, медом намазано? У них был один сраный город. Я им даже войну не объявлял. А они лезут и лезут. Я пытаюсь лавировать, по чуть-чуть добиваю Ракарта и параллельно аккуратно догрызаю вампиров. Мой кровожад уже высадился на Ултуан, чтобы нанести там суету. И думаю, ну ничего, терпимо. Но пираты упорно не хотят дохнуть. Вместо обороны они пошли в ва-банк и начали тупо сжечь мои земли. Эльфы тоже не отстают, забирают мои города себе в карман. Что вообще происходит? Все же шло так гладко. Я планировал закончить дела в люстре и триумфально уйти в Ултуан. Но мать его, уже 55-й ход, а я все никак не могу выбраться из этих проклятых джунглей. Собиратель по горам ползает, как улитка. Эльфы прут бесконечным потоком. Пираты держатся за жизнь, будто они живые. И вишенька на торту. На Ултуане прилетают 3 полных стека защиты, которые мой кровожад, очевидно без поддержки лидера, просто не вывезет. А собиратель зажат Ракартом и физически не может разорваться на части. Я потел на пределе. И когда я увидел еще 2 армии эльфа с Ултуана, идущих по мою душу, честно, я сгорел. Не в игре, а в самом челлендже. Просто вырубил запись и забросил все так к чертам собачьим. И, ну вот я вот сижу и смотрю на этот хаос. И не понимаю, ну вот что я сделал не так. Каждый ход я выжимал из лорда максимум. Воевал на 3 фронта. Но эти эльфы, ну вот откуда они взялись в таком количестве? К 50-му ходу меня прижали не только армия врага, но и экономика. Ресурсов 0. Черепа испаряют. Золото едва доползает до 20 тысяч. Это был тупик. Возможно, стоило принять договор о ненападении от Ракарта. Это дало бы мне передышку перед натиском высших эльфов. Но таймер давил так сильно, что времени на подготовку просто не было. Честно говоря, когда запись вырубилась, я уже решил, к черту это челлендж, пойду делать тир-листы. Но юнитов тестить все равно надо было. Я решил продолжить, но уже на расслабоне. И вот тут пошла уже настоящая возня. Записи не было, так что ловите хронику событий в картинках. Вот она, качественный контент. Я сменил тактику. Кровожадом засел в обороне, выжидая эльфу. А собирателем начал медленно, но верно догрызать Ракарта. В диком поту 3 ордами еле-еле бедно отбиваю атаку, и тут мне в голову пришла безумная мысль. А почему я не использую дипломатию? 270 городов я уже точно не разрушу, так почему бы не завести себе подружку? Я кидаю договор о ненападении Марати. Она, получив защиту от самого опасного маньяка в округе, тут же на всех парах летит на Ултуан. Я вижу этот шанс. Мой кровожад, который 5 ходов тупо сидел в городе, срывается с места за ней. Я захватываю поселение прямо у нее с-под носа и тут же отдаю его ей. Гулять так гулять, за один город я превращаю Марати в своего вассала, а потом отдаю ей еще парочку провинций в обмен на горы золота. Моя экономика воскресла, и тут бам! Запись врубается, 67-й год, и у меня 230 тысяч золота, 88 тысяч черепов и половина Ултуана в огне. Мы с мамочкой Марати прошлись по эльфам как катком. Собиратель, зачистив люстрию, уже мчит на юг кошмарить ящеров. Ну чего, время зря пропадать, верно? И вот тут многие спросят, стоп, а что изменилось? На календаре 70-й ход. Ты только выбрался с джунглей, разрушил, ну дай бог, 100 городов. До конца челленджа 30 ходов, а тебе нужно сносить по 6 городов за ход. Это вообще физически возможно. А вот тут-то и кроется главная фишка Хорна. Слушайте внимательно. Во-первых, собиратель так разогнал свой плащ черепов, что стабильно сносит по 3 города за ход в соло. Это уже половина нужного темпа. Во-вторых, Ултуан это не болото люстри, это золотая жила. К 75-му ходу я разогнал экономику так, что наплодил десятки кровавых хорд. В бой шли 3 заряженных лорда помимо собирателя, раскормленных на эльфийском мясе. Они создали 3 полноценных фронта
фронта, тоже создавая каждый ход новые орды. Мой скалтейкер прыгал по карте туда-сюда, за пару ходов создавая по 10 новых армий. В моменте у меня было более 30 живых иконок на карте. Да, я играл все время автобоем, но попробуйте проконтролировать такое огромное количество войск на карте. Тут намного важнее было макроконтроль по карте, чем какая-то одна конкретная битва ручками. Буквально за 10 ходов мои лорды превратились в живые стенки, которые маршем стирали все живое на своем пути. Но это если в общих красках. На самом деле там было много забавных моментов. Давайте по порядку. Вернемся в момент включения записи, когда мир эльфов уже догорал. Я начал перебираться на земли Бретонии и поймал себя на странной мысли. Где все люди? Ни одного живого города. И тут до меня дошло. Норска. Каким-то чудом северяне умудрились помножить на 0 всю империю и Бретонию к 70-му ходу. Каким образом они это провернули, для меня загадка. Но города должны быть разрушены, а черепа собраны, поэтому я не раздумывая объявил им войну. Что такое 50 провинций Норски для моего кровавого легиона? У нас больше нет кнопки стоп. Хорн требует реки крови. И теперь, слушайте, никто не получит пощады. Марати была лишь тактическим исключением. И тут началась великая резня во славу Хорна. Собиратель черепов лично прилетел отрубить голову королю Норски. Для него это была лишь очередная добыча. Стоило моим легионам вступить в старый мир, как земли окрасились багровы. Все, кто вставал на пути, просто переставали существовать. Мои полки стали настолько огромные, что я начал сносить не по 6 городов за ход, а по 8, а то и по 10. Десятки моих лордов выкашивали всех скавинов, эльфов, архаона, вампиров. Да господи, мне было плевать, кто там под меч ложился. Вы даже не представляете, какой это кайф. Меня интересовал только тотальный геноцид. Никаких союзов, никакой дипломатии, только безумный марш во имя бога крови. Да, на каждый ход я тратил по полчаса, управляя десятками армий вручную, но это неповторимое ощущение. Ты чувствуешь себя не просто сильнейшим лордом на карте, ты чувствуешь себя апокалипсисом, который поднялся из ада не для того, чтобы победить, а чтобы заполнить этот мир кровью до самих краев. Все говорят про имбовость Хорна, но мало кто доходит до этого вот пика. Вот такие кровавые стены разрушения, это и есть истинная суть этой фракции. Если вы не переживали такой опыт, считайте, вы никогда не играли за Хорна. Но пока я восхвалял красного бога, на карте начался какой-то там кризис, восстание гробниц Нагаша. Если бы вы видели, как мне было на это плевать. Я разрушал полмира за пару ходов, а тут какие-то нищие костяшки из пустыни решили подать голос. Чтобы закрыть все пункты в списке дел, я отправил туда небольшой пласт своей армии, чисто для галочки, чтобы к мировому геноциду добавить еще и победу над кризисом. В пустыне даже Союз уволил договориться с местными пиратами, не ради помощи, боже упаси, а просто чтобы они подсветили мне туман войны. На этом этапе вассалы были нужны мне только как живые радары. Мои силы по численности превосходили все фракции мира вместе взятые. Под конец я даже заключил военный союз со Скарбраном, просто потому что он мне нравится. Да и делает он то же самое, что и я, служит Хорну. Какая разница, кто именно проливает кровь, если геноцид не останавливается. А на десерт я взял вассалы сынишку Марати, Маликита. Раз его матушка так сильно нам помогла, пусть созерцает конец времени глазами Хорна. Самое жесткое сопротивление оказались стражи пирамиды Нагаша. Но это пока они воевали с моими бомжами. Стоило явиться главному любимцу Хорна, как нежить сразу встала в глубокий блок, не двигаясь. Но против десятки армий в кольце не поможет никакая магия. Они пытались бежать как трусы, но бежать было некуда. Мои легионы были повсюду. И вот он, 92-й ход. Я разрушаю 272-й уникальный город. В тот же миг падает пирамида Нагаша, окончательно закрепляя мой успех. 1 000 000 золота в казне. 500 000 черепов у трона, Люстрия полностью в руинах. На Гаронд мои слуги, на Олд-Ане пируют Марати с Маликитом, а старый мир стерт под ноль. Империя, Кислев, ящеры, эльфы, все мертвы. Да, где-то в горах остались гномы, а за океаном Катай. Но, во-первых, на этом самом 92-м ходу мой собиратель еще даже не нажал кнопку двигаться. А во-вторых, вряд ли кто-то сомневается, что я стер бы остатки жизни за пару ходов. Я не видел смысла в этих вот побегушках ради галочки. Мир был полностью
разрушен. Все, кто попал под горячую руку Легиона, стерты с лица земли. Остальным просто повезло, ведь Хор наконец-то осуществил свою мечту и даже перевыполнил ее, уложившись меньше чем 100 ходов. Я невероятно кайфанул от этого забега, полная уверенность в начале, отчаяние в середине и этот нереальный рывок вперед в конце. Теперь же я наконец-то могу со спокойной душой приступить к тир-листу по этой фракции. А на этой кровавой ноте мы с вами заканчиваем. Пусть реки крови текут, черепа собираются к трону черепов, и пусть сегодня Хорн спит спокойно, ведь мечты сбываются. Увидимся в следующем безумном прохождении, юные хаоситы. Blood God, aid me!